Друзья, всем привет! Я сегодня хочу вам показать процесс создания моей акварели, такой полуабстрактной вот этой работы, которую я недавно сделала. На эту работу меня вдохновил поход в оранжерею недавно с подругой. Мы были в оранжерее. Я еще не была там в вечернее время, и там был очень интересный такой свет, вот искусственный свет, искусственная подсветка, которая менялась, которая переливалась различными цветами, от синим, фиолетовым, таким очень загадочным освещением. И очень красиво получились фотографии. Но сегодняшнее видео, оно вообще об акварели как антистрессе, как способе релаксации. Я уже давно хотела такое что-то снять, об этом сказать. Я просто покажу сегодня процесс, как я делала вот эту работу. И в двух словах просто хочу сказать, что абстрактная акварель, да, это не только художественный такой метод, и не только акварель, вообще живопись. У нее очень такие, ну, всем известно, да, арт-терапия, и у живописи такие очень терапевтические свойства есть. Я не психолог, конечно, я не знаю, как это работает, но это работает, и это реально помогает снять стресс, помогает убрать какие-то тревожные состояния. И, наверное, это вот то, что мы себя выдергиваем из ситуации и из наших размышлений, и погружаемся в краски, в цвета, в это состояние такое вот в этом моменте. С этим тоже что-то, наверное, связано. Ну вот я именно рекомендую поделать такие абстрактные работы, вне зависимости от того, на каком вы уровне, собственно, находитесь. Я считаю, что это очень полезно, особенно, может быть, даже это полезно художникам, которые такие сугубо реалистичные делают работы. И мне кажется, это вообще было бы полезно сменить немножко свое направление, и не то что направление, а просто поделать такую практику, которая, безусловно, даст вам что-то в вашей реалистичной работе, тоже какие-то новые идеи, новые какие-то техники. Ну и особенно это тоже полезно начинающим, потому что не нужно этого бояться. Не нужно обязательно сразу начинать рисовать какие-то предметы, потому что это, по сути, рисунок, которым вы еще не владеете. То есть в этом тоже здесь такой момент интересный. Я недавно об этом подумала, что когда мы сугубо привязаны к реализму и к предметности такой, нам ведь, по сути, сначала нужно обладать рисунком. Это больше рисунок, это рисовальные такие, да, навыки. Правильно изобразить объем, там свет, тень, перспективу. То есть очень много нужно сначала всего этого узнать, чтобы действительно начало получаться изображение такое реалистичное. Но иногда просто, я думаю, что у вас тоже такое бывает, когда нужно просто хочется поработать с цветом, с краской. И работать с цветом в каждой технике, там есть свои сложности, да, у акварели свои сложности, у акрила свои, у масла там еще куча, да, всяких именно технических, опять же, моментов работы с цветом, с краской. Поэтому абстрактная живопись, она вам позволяет немножко убрать, да, сначала рисунок и вот это владение таким классическим рисунком немножко отложить в сторону. Вы можете к этому, да, всегда вернуться. Я считаю, вот здесь вообще это такое техническое владение, которое, наверное, любой может освоить при желании. Но вы можете, вот убрав это для начала, эту необходимость, да, уметь рисовать, просто поработать с цветом, просто вот с краской. Выберите ту краску, те краски, которые вам больше нравятся. Для меня это акварель больше, мне нравится ее текучесть, ее такая спонтанность. Вот именно то, что я не могу всегда контролировать процесс, мне вот это нравится. Кому-то больше нравятся более такие плотные пастозные техники, типа масла, акрила. Пожалуйста, это на ваше усмотрение, да, там свои возможности. Но в абстракции вам просто, да, в абстракции вы сможете просто работать с цветом, привыкнуть немножко к технологии, да, какой-то, как положить краску. Потому что даже если брать просто одну какую-то технику, там может быть миллион разных подходов, разная бумага, разные краски, разные кисти.
разные там, если это холст, масло, тоже там, да, и поверхности, и связующие всякие вещества, они свои для каждого случая. Опять же, там можно делать и коллаж, и... В общем, начните просто с какой-то абстракции, и именно сейчас, мне кажется, в такое тревожное время, которое, да, мы сейчас имеем, да, в связи с эпидемией, с коронавирусом, много очень таких состояний тревожных, и это, мне кажется, тоже позволит их немножечко снимать. И учитывая то, что общая рекомендация, да, сейчас не сильно идти в такие, да, места, где много людей, да, не сильно посещать места, то есть это как раз техника для того, чтобы оставаться дома и спокойно совершенствоваться и расслабляться при помощи этой техники. И, конечно, вот на эту тему я хочу тоже сделать, все-таки обратить ваше внимание, не пренебрегайте такими определенными простыми мерами гигиены, которые сейчас рекомендуются. Не впадая в панику, просто, да, нужно чаще мыть руки, избегайте густонаселенных каких-то таких событий, избегайте сейчас все-таки по возможности путешествий. Сейчас не время, а в ближайшее время лучше не путешествовать. Это говорят многие специалисты. И занимайтесь искусством, и удачного просмотра, и оставайтесь на связи. Пока!